Привет! Сегодня мы будем изучать русский язык с помощью монолога. И тема моего монолога «Почему я ненавижу спорт?» Макс, ты что, против спорта? Макс, ты против здорового образа жизни? Макс, ты хочешь быть жирным и больным? Ты что, не фанат Рокки Бальбоа? Рокки Бальбоа? Макс, ты застрял в своем 20 веке. Сейчас никто не фанатеет от Рокки Бальбоа. Есть что-то более современное? Более современное? Арнольд Шварц... Ладно. Макс, ты что, не фанат Криштиану Роналду? На самом деле нет. Я не против спорта, и я не считаю, что спорт это плохо. Однако у меня есть свой взгляд на этот вопрос, и этот взгляд немного своеобразный. Несколько лет назад, много лет назад я занимался музыкой. Я учился играть на барабанах. И у меня был потрясающий учитель. Если вы думаете, что учиться играть на барабанах это вот так, то нет. Ты сидишь перед тренировочным пэдом и бьешь по нему палками. Учитель часто говорил мне: «Макс, мы здесь не спортом занимаемся, а музыкой. Не надо играть как робот. Не надо просто механически повторять движения. Все дело в душе, все дело в эмоциях». Поэтому у меня всегда была такая антитеза. Спорт как что-то рутинное, механическое, что-то ради результата, такая тренировка. И что-то идейное, что-то ради эмоций, что-то ради переживания, ради процесса, ради идеи. Макс, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Первый пример – это ушу. Ушу – это китайский вид единоборств. Это боевые искусства, да, восточные боевые искусства. И есть спортивное ушу, а есть традиционное ушу. Ну, по крайней мере, здесь в России. И в одном случае, в спортивном ушу, цель – это победа на соревнованиях, это достижение результата. А во втором, в традиционном ушу, акцент больше на процессе. Ты просто получаешь удовольствие от практики, от тренировки. И ты работаешь не только с телом, но и со своим умом. Поэтому мне очень импонирует айкидо, потому что в айкидо нет соревнований. В принципе, это боевое искусство, где нет и никогда не было соревнований. Нет желания быть лучше, чем другие люди. И это классная философия. Следующий пример – спортивные залы. Или спортзалы. Я терпеть не могу спортивные залы. Ты идешь туда, чтобы делать упражнения, чтобы тренироваться. Мне кажется, что это очень искусственная штука, очень неестественная штука. Особенно беговая дорожка. Блин, ты стоишь на месте в комнате и типа бежишь. Что за фигня? И самый лучший пример – это туризм и путешествия.
Туризм — это когда есть маршрут, есть какая-то категория у этого маршрута, есть какое-то снаряжение, да, экипировка, есть какие-то правила, какие-то регламенты, и люди проходят маршрут на время. Кто пройдет маршрут первым, тот и молодец. Опять соревнования. С другой стороны, путешествие. И путешествие — это шествие пути. Ты шествуешь путь, то есть ты идешь по пути, ты проходишь свой путь. У тебя нет маршрута, у тебя иногда даже нет цели. Ты просто идешь и наслаждаешься тем, что происходит. Ты наслаждаешься тем, что с тобой случается. Это что-то очень внутреннее, а не внешнее. Это очень сложно классифицировать или категоризировать. Это эмоции. Но, Макс, человеку нужна физическая активность. Человеку нужна физическая активность, такая хорошая физическая активность. А спорт это идеальная, а иногда и очень веселая физическая активность. И вот здесь появляется самый важный момент. Физическая активность как цель или физическая активность как побочный эффект, как приятный побочный эффект, как бонус. Например, ты идешь в спортзал. У тебя есть цель сделать 10 таких упражнений, 10 таких упражнений, и ты их делаешь. Или ты идешь в горы. Это тоже физическая активность, но это не цель. Твоя цель — это посмотреть горы, посмотреть лес, посмотреть на птиц, послушать, как поют птицы. При этом ты тоже двигаешься, при этом у тебя есть какая-то физическая активность, но ты не думаешь об упражнениях, ты не думаешь об этой физической активности. Эта физическая активность — это как бы побочный эффект. Это результат, который ты получаешь, хотя ты напрямую его не хочешь. Ну и еще пример — это йога или тайцзи-цуань. Да и любые восточные искусства, они никогда не были просто тренировкой тела, просто тренировкой для наращивания мышц. Это всегда было что-то большее. Это всегда была работа с головой, работа внутренняя, да, внутренняя работа. Но, Макс, погоди, если ты идешь в горы, то у тебя работают только ноги. А в спортзале у тебя работают все мышцы. Это комплексная тренировка. Это правда, что в спортзале ты получаешь комплексную физическую активность, а в походе в горы у тебя фактически работают ноги, ну еще пара каких-то мышц. Поэтому я стараюсь пробовать разные виды физической активности и применять их в путешествиях. Мне вообще безумно нравится идея путешествовать по-разному. Например, сегодня я использовал палки для скандинавской ходьбы в горах. И это было очень интересно. Это позволило мне получить нагрузку на руки и на позвоночник. Вот так это выглядело. И я нашел пещеру. Это пещера, где жили древние люди в эпоху неолита. И сейчас вместе с вами туда спущусь. Вау. Вау. Очень-очень давно, тысячи лет назад люди здесь жили. О, смотрите, даже кости остались. Посмотрите. И там много разных костей. Посмотрите, есть даже зубы. Это чьи-то зубы. Обалдеть просто. На улице там холодно, идет снег, а здесь достаточно тепло. Все, теперь пора идти домой. Вот туда буду спускаться я, в эту долину, и затем поеду домой.
Ну и еще я планирую купить себе каяк, или, как мы говорим в России, байдарку. Байдарка или каяк. И я очень хочу попробовать водное путешествие, путешествие по рекам. Это прям классно, потому что когда ты гребешь, у тебя работают совершенно другие мышцы, но это тоже путешествие. Ты шествуешь свой путь, да, ты видишь разные интересные места, встречаешь людей, это очень здорово. Поэтому, возможно, этим летом вы увидите, как мы с Юлей путешествуем по рекам в России. В заключении я бы хотел сказать, что, конечно, спорт — это круто, это хорошо, но проблема в том, что многие люди не могут заставить себя заниматься спортом. Поэтому они могут придумать для себя какую-то активность, какое-то интересное занятие, какое-то интересное времяпровождение и одновременно заниматься спортом. Тебе не надо думать о занятиях, ты просто делаешь то, что тебе нравится. Но нужно найти, что тебе нравится. Друзья, напишите в комментариях, что вы делаете и как вы занимаетесь физически. Я буду ждать вашего ответа. До встречи в следующем видео. Пока-пока!